Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу сделать наращивание и сделаем сравнение двух наращиваний. Это на бумажные формы и на верхние формы. На какие будет быстрее, на какие будет дольше. Кстати, угадали, на каком пальчике какое наращивание? Напишите в комментариях. Ну и что, давайте приступим к подготовке ногтевой пластины. Я все забафила, сделала маникюр, убираем пыль. И насчет длины. Оставляем длину для того, чтобы сделать на верхние формы, и убираем длину для того, чтобы сделать наращивание на нижние формы. Далее мы берем праймер, проходимся по ноготочку, пусть все сохнет на воздухе. У меня бескислотный праймер. И далее беру любую эластичную базу, в данном случае взяла Луи Филипп, она достаточно эластичная и подходит для этого наращивания. Пока что подготовка одинаковая, так скажем. Все здесь одинаковое, кроме длины ногтевой пластины. Далее я беру блески, так как мы делаем, естественно, дизайн на 14 февраля. Мне кажется, очень крутой дизайн на самом деле получился. И я, конечно же, не могу без блесток обойтись, поэтому добавляю их сразу, прямо сейчас. И давайте начнем с бумажных форм. Я вам оставила схему, как правильно подставить нижние формы. Тут самое важное подставить в стык, чтобы все было правильно, все стояло ни косо, ни криво. Подрезаем, чтобы подушечка хорошо встала. Убираем боковые выточки, делаем, чтобы боковые валики не натягивали нашу форму, для того, чтобы все стояло правильно, не было широких ногтей. Все, я вот это все подрезала. У меня тупые ножнички, поэтому они хорошенько подходят здесь. Я все подрезала, и вот таким образом стала форма. Ну и что нам тут нужно сделать? Нам нужно сделать тоненькую подложку, потому что тоненькую подложку мы делаем и на нее будем ориентироваться, потому что я делаю обычно такое наращивание на бумажных формах, называется без опила. Ну, как без опила? То есть мы сначала делаем подложку нижнюю, подправляем форму, длину, которую мы хотим, и дальше мы просто делаем выравнивание этим же гелем. И получается, что мы сверху особо не пилили. Я вот таким образом все подправляю. Стараюсь очень осторожно это делать, потому что это достаточно тонкая подложка, и она может сломаться. И все, после того, как мы все пилили, убрали пыль лишнюю, я уже делаю выравнивание, делаю архитектуру, сушу полное время в лампе. После этого я убираю всю липкость, и на самом деле я немножко убрала все-таки лишней толщины по бокам. Захотелось мне, чтобы все было ровненько и красиво, так что не без лишней пилежки. Далее я решила добавить такое яркое пятно, смешала яркий цвет с топом, нанесла топ на ноготок и, так скажем, сделала небольшой градиент. И сейчас я на полигель. Полигель у меня только с блесками прозрачный, так что будем делать именно так. Я поставила сердечко. Сердечко, оно светится при солнечном свете фиолетовым оттенком. Мне очень оно нравится. Я его закрепила еще и базой по бокам, чтобы все выровнять, и сверху покрыла топом. В общем-то, вот так вот получилось. Я, когда покрывала весь ноготок, сразу покрыла все, и сердечко тоже топом. Далее переходим к верхним формам. Здесь все легко и просто. Мы подбираем форму под наш ноготок. Далее мы сушим первую тонкую подложку на типсе. Это просто для того, чтобы цвет был яркий. Если это не цветной гель, а прозрачный, то можно и без этой подложки обойтись. Все, потом наносим основную толщину и в этом положении фиксируем и подсушиваем 5 секунд около кутикулы. Далее переворачиваем ноготок и подправляем гель снизу. Тоже быстренько подправляем и подсушиваем 5 секунд. Далее сушим полное время в лампе и снимаем форму. Вот такой ноготок получается, уже готовый почти. Кстати, у меня есть курс по наращиванию верхней формы, у меня есть уже первые отзывы об этом курсе, так что девчонкам нравится, пробуйте тоже, если хотите приобрести этот курс и научиться делать наращивание верхними формами при помощи геля, то переходите по ссылочке в описании и приобретайте курс. Я, конечно же, поддерживаю там во время прохождения курса и помогаю вам
научиться делать это наращивание. Это наращивание достаточно быстрое, как вы видите, быстрее, чем нижними формами, тем более, кто не умеет их подрезать, не умеет правильно подставлять, то это, конечно же, выход. Во-первых, быстро и достаточно красиво получается. И как вам результат? Мне кажется, почти никак не отличается, даже под ноготком все красивенько и чистенько. И, в общем, вот такое наращивание получилось. Я думаю, что верхними формами все-таки быстрее, поэтому сейчас делаю в основном только ими. И вот так сердечки светятся при солнечном свете, при UV-лучах, просто я не нашла солнца пока что на улице, поэтому попробовала в лампе. Кстати, оцените, пожалуйста, дизайн. Как вам дизайн на 14 февраля? Мне кажется, просто круто. И на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые и полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока. Жду вас в комментариях.